Всем привет, это Михаил Кобзарь, в эфире мы на канале ProLand, как всегда. Сейчас у нас очень часто проходят стримы, бывает с живыми гостями, бывают вот такие вот трансляции. Сегодня мы посмотрим весьма интересную трансляцию, которая организована компанией Newtek, и она будет называться «Как выбрать TriCaster» или «Какой TriCaster нужен вам?». Компания Newtek, ну если вкратце о ней рассказать, она занимается IP-решениями, она придумала протокол NDI, который, напомню, позволяет передавать видео, аудио, служебные сигналы, информацию по локальной сети. Вот даже сейчас у меня мой сетап, это две камеры, одна из которых смотрит на монитор, и вторая смотрит на меня. Они подключены по локальной сети через сетевой коммутатор. Сейчас я попробую даже вам это показать, пока не началась трансляция. И использую, конечно же, технологию NDI. Запущу программу NDI камера на своем телефоне, пока у нас есть время. И по Wi-Fi сети я сейчас передам сигнал в свой вещательный сервер. Да, у меня это получилось. Сейчас я включу картинку уже. Покажу вам, как все это выглядит. Отлично, звук пошел даже с моей камеры. Но я ее не буду сейчас включать, активировать. Вот смотрите, камера Войдут PTZ-P100, Pocket 6K, светильник Logicam и конвертер Войдут, собственно, который конвертирует HDMI видео из Pocket 6K в поток NDI. Вот обратите внимание, что здесь его видно. Так, ну вот у нас уже началась презентация, поэтому я сейчас перейду как раз на нашу основную трансляцию. Посмотрим, что у нас там происходит. Добавлю немного звука. Поехали. Ричард Эванс всех приветствует. Это основной продюсер, который делает, собственно, все трансляции, довольно много различных роликов. На канале Newtek вы можете посмотреть все эти ролики. Да, он говорит, что мы сегодня расскажем о TriCaster'е, о всех серверах и, собственно, да, то, что эти серверы предназначены для вещания. Да, также мы поговорим с гостями. Первый гость у нас Pretty good. Well, I'm broadcasting here from San Antonio in my office, and where are you located? I happen to be at home because of the current situation going on, so I am currently set up in my basement. It might look like I'm in a studio, but I've just got a green screen behind me, a couple lights, and a camera pointed at me. And of course, I'm using a TriCaster right now to put myself Ну и, конечно, он сейчас использует TriCaster и виртуальную студию, которая за ним. Видимо, он сидит на зеленом фоне. I definitely do, and I think this is going to work great. We're using Skype to actually do this communication between each other. Да, к тому же он использует решение Skype TX, которое используется для передачи, собственно, гостей друг друга на любом расстоянии. So I want to go through and just show some of the common features that you'll find in TriCaster systems that you can use to produce your own shows and events. So let's take a look. Да, вы можете сделать любое шоу, любую продукцию на системах TriCaster. И сейчас мы видим некий ролик, скрин, который показывает, как можно работать с TriCaster'ом, различным применением. В данном случае это у нас студия, да? Опять же на зеленом экране частично, хотя может быть и нет, я вот отсюда не вижу. Fancy transitions like this photograph that falls back, or you could even create your own branded transitions. Да, прекрасные переходы графические, в общем, все что угодно, куча камер, куча входов. Все это есть в системах TriCaster. Встроенная титровальная система, которая позволяет делать титры на лету, поддерживает Unicode в том числе. Это русские символы, буквы, буква Ё в том числе. Now, input is an important part of
Да, вход — это очень важная функция любой продакшн-системы. Да, и вы можете добавить на вход TriCaster-системы любой, собственно, вход, как физический, так и сетевой. Сейчас он говорит про NDI. Вы можете подключить туда PTZ-камеру, любую маленькую камеру, также управлять PTZ-камерой и запоминать настройки ее положения, позиции, как вот сейчас видно в маленьком окне. Если у вас камера большая, вы можете использовать конвертеры типа Spark и, собственно, добавить туда любое видео с HDMI или SDI источника, хотя SDI конвертеров у Newtek не было до поры до времени, не так давно вот появилось несколько моделей, 2 модели сейчас. Также я могу добавить мобильное устройство, как я сейчас показывал в начале своего стрима. Да, и NDI вам позволяет добавить, собственно, любой вход. Это очень мощное решение. Как говорил наш гость недавно в эфире, это мультитул, такой швейцарский нож. Мы можем сделать презеты для управляемых камер, как система Newtek, так и даже Бердок, который вот у меня сейчас в эфире. PTZ cameras that you already have existing, we do support all of the major PTZ formats out there, including да, любые камеры можем добавить, не только Бердок и Newtek, также поддерживаются Panasonic, Sony, в общем, остальные. Клипы — это очень важно тоже. Мы можем добавить в TriCaster различные ролики, картинки. У нас в данной системе я вижу 2 DDR, это такие плееры, куда можно добавлять один или несколько видеофайлов с разным разрешением и воспроизводить их в любом порядке, либо все, либо выбирать отдельный какой-то. Да, это действительно очень хорошая система. Вы можете сделать между этими клипами переходы графические, если вам необходимо показать их один за другим красиво, так скажем. Еще в TriCaster есть Virtual Set. Это виртуальная студия, которая позволяет вам сделать студию практически из ничего, можно сказать, с использованием одного хромакея и небольшого количества света. Посмотрите внимательно вот на то, что сейчас на экране. Вот эта вот женщина, она присутствует во всех системах TriCaster, потому что она есть там, в базе как пример шаблона, она снята на зеленом фоне. В данном случае сделали виртуальный сет из ведущего и гостя, получается. Вот одна из студий. И это не просто картинка, это не просто один рендер 3D. Вы можете даже менять местоположение камеры, панорамирование и зум довольно аккуратно. Да, причем все студии, они прорисованы очень хорошо. Вот как вы видите отражение, это не двойной рендер, так скажем, а это прям включено в студию, то что материал имеет отражение. Да, следующая очень важная вещь — это интегрированный Skype, собственно, поддержка Skype напрямую. Уж не знаю, как они договорились с Microsoft, но здесь есть вход, который нативно понимает NDI, который выходит и уходит в Skype, собственно. Да, также обрабатывается звук, то есть весь поток от скайпа, видео и аудио передается по локальной сети. Вам не нужно абсолютно подключать 2 провода, то есть SDI на вход на выход, и также аудио вход на выход, и думать о том, как быть со звуком, потому что у гостя или у вас может появиться эхо из-за вот этой самой петли звуковой. Да, помимо этого у TriCaster есть несколько выходов, а у самых младших моделей это 2 независимых выхода, где вы можете выпускать абсолютно разные программы, и одну, допустим, отправлять в стрим куда-то в интернет, и вторую записывать на рекордер, либо выдавать на экран, допустим, какой-то.
or WebEx. So as you can see, there's a lot of functionality you'll find in the TriCaster Да, очень много функций в TriCaster. Это очень здорово. Прекрасно подходит для режиссеров и для тех, кто делает любые продукты. Can you tell us a bit about the different TriCaster models and which model might be ideal for which user? Sure. I put together a few slides here actually that should help with some of that. So the first is the TriCasterMini 4K. Первая модель — это мини 4K, которая появилась в России буквально в январе. На канале ProLand TV уже есть обзор на эту систему. Действительно потрясающая вещь. Подходит для всех. Да, следующая модель — это TriCaster 410 плюс, уже пожирнее. По сути, она подходит уже для серьезных компаний. У нее 8 инпутов, входов. Probably our flagship model is the TriCaster TC1. This will handle the majority of productions out there that people would come into. It supports up to 16 external inputs. It's got more capability built into it, and really is a great option for anybody that needs to produce events both large and small. And then our largest solution is the Newtek VMC. This is a 44 input solution, so if you need to be able to produce the largest types of events possible, this would be the type of product you want to look at getting. Большее количество Now, I know каналов, it might help to have a side-by-side comparison, so I do have a slide that breaks down kind of some of the major differences that you'll find between these different models, both from an input standpoint of how many video sources can be connected in, what the maximum session resolution is, so do you need to be able to produce events at 4K resolution or 16 ходов и EMC 1.44 входа. Да, чем старше система, тем больше у нее, допустим, разрешение у всех уже 4К, аудио больше добавилось. У старшей системы это матрица 4:8:8, ДСК также по мере увеличения, и ME у старшей системы 8 получается ME, линеек микширования. Плюс есть все-таки у старших систем входы-выходы SDI. Вот, 4 выхода SDI у старшей системы, у TC1 тоже 4, и у TC410 плюс 2. А мини 4К не имеет физических ходов-выходов вообще, в принципе. Там единственные разъемы — это локальная сеть, то есть NDI. Video equipment, and as you can see, there are different output capabilities depending upon the model. В общем, да, вы достаточно просто можете перейти на любую систему, если вы до этого работали на классической системе с SDI, без всяких проблем. Да, в более старших моделях также из-за того, что очень много приходится подключать входов по локальной сети, используются 10-гигабитные оптические порты. Ну какой же TriCaster для тебя подходит? Yes, it is, and hopefully that short demo and those slides will help determine which TriCaster model will fit your needs for the type of events you'll produce. Richard, I really want to thank you. It was great to be part of this show. Собственно, да, вы можете выбрать любой. Какой вам нужен. Спасибо большое, будьте здоровы. Thank you. Сейчас везде говорят. All right, now that was a great overview of what Newtek TriCaster systems have to offer. Next, let's hear from a company who is famous for the design, engineering, and assembly of television stations, mobile video production systems, and remote workflows. Ну, в общем, да, вы можете использовать TriCaster везде, на телевидении, для удаленного производства, и, в общем, это все понятно. Следующий гость у нас из Лендова. Hi, Richard. Thank you for having me. Yeah, you're in an interesting setup that you got there. Where are you broadcasting from? Классный сетап. Откуда ты вещаешь? TV Pro Gear. It's our demo facility. So when clients come in, this is what they see. А это наш демо, собственно, зал. Иван Гонсалес, TV Pro Gear. Видимо, это один из их дилеров. So now, TV Pro Gear has been going strong since 1997. Who are some of the clients that come to you for building out their studio packages? That's a really good question. We have different types of clients. We have clients that are calling us to build a TV studio from their living room.
to building full state-of-the-art facilities for school districts, Мы делаем студии для школ, для жилых помещений, в общем, из всего. Entities like the US Navy and Army. We recently just built a new master control room for the city of Santa Clarita and city of Compton. So it varies. В общем, для всех практически. What would you say the smallest setup you've ever done has been? Да, что с небольшими сетапами. 2 недели назад мы делали небольшой сетап совсем. He gave me a few shout-outs. It was just a robotic PTC camera, a TC1 switcher, and a BS4000. Да, мы поставили пару PTZ камер, TC1 систему. Guests, celebrities, and we were implementing them into his live stream. That's awesome. Ну, в общем, это все для лайвстрима, да, не для большого ТВ, но сейчас практически все так и делают. Situation we're in right now. Right, exactly. Да, именно с данной ситуацией все это и связано, весь проект был. Oh man, we have so many. We've done EDC, we've done huge festivals, but I would say we did an esports event for The Walking Dead, and we have the BMC1. We had 20 inputs coming in. Точнее, поставляем оборудование для фестивалей, для музыкальных фестивалей, Each contestant had its own specific mix effects bus, and they kept throwing curveballs at us. Oh, well, can you do this picture and this picture? So we said, okay. Это классно работает, потому что там есть, собственно, матрица, которая позволяет раздать сигналы куда угодно. Now I know you do a lot of music work, and that's something that actually I do myself as well. What kind of challenges do you think are the most that performing artists have run into trying to get their live shows up to their audience streaming-wise? To be honest, I don't think they have as many challenges as back in the day. There's a lot of different platforms, free platforms that artists can market themselves to. So you have Instagram, Facebook, YouTube. So it's very easy to use. Obviously, you want to stand out, собственно, во все подряд платформы, которые возможно. We normally recommend the TriCasterMini for those type of scenarios. But yeah, I mean, you just get a capture card and you can stream directly from your switcher. Вы можете купить карту захвата и прямо стримить, собственно, интернет. So I don't think it's as difficult or complex as it used to be. With the transition into IP video, how does that affect the setup time or complexity of your video setups? It makes it really easy. Pricing goes down. You don't need to get an uplink truck anymore. And the capabilities тут вопрос был по поводу перехода все-таки на IP-вещание. Which is what we're doing now. You can have celebrities in their homes broadcast their feed to us in the master control room. We'll switch it live. We've done game shows. And we're doing a lot of, ну, в общем, да, все больше проектов делается на IP-вещании, и это более удобнее. In your experience, how would you say your customers respond to TriCasters in this transition from traditional video workflow into NDI? Ну, вот как, собственно, проходит переход от классического видео к TriCaster'у, что говорят твои клиенты? That want to bring in a lot of remote feeds from different states and be able to broadcast feeds. The RTMPs, the NDI infrastructure is really helpful to us. When a client comes to you asking for a video solution, what kind of results are they looking for? They're looking for a system that's affordable and reliable. Again, it really depends on their budget and their applications and what they're really trying to accomplish. So we guide them and help them achieve their goals. But as far as the equipment goes, they want to have a reliable system. So I know TV Pro Gear has a wide range of services, everything from video vans to studio design, video equipment, video production services, and even help users setting up their own studio with your live streaming cookbook, which is awesome, by the way. What would you say was the most fun project you've ever had to work on? Самый смешной, классный проект. Какой у вас? Obviously, we work on a lot of festivals. We work with iHeartRadio, Live by Live, фестивали, радио. So we get to work with a lot of celebrities. But for me, the most fun shoot I ever done was when we transmitted a live broadcast feed from the International Space Station to NAV. So I was working with NASA. Стримим мы много, хорошо, и все проекты для нас, собственно, важны. That's cool. So post this social distancing world that we're living in right now, where do you think the video industry is going to be headed? Ну, как индустрия-то изменилась сейчас. There's a lot of content being created from Instagram, and a lot of people are accepting the lower resolutions. People streaming from their phone and having a not great audio
but they're accepting it, and a lot of, for example, the Tory Lanez and the Versus content that Timbaland and Swizz Beatz are creating, is creating a lot of buzz on Instagram. So I think it's going to change everything, and especially having talk show and remote equipment that can let the viewers interact with the talent. It's great. Ну, это здорово. Well, thank you, Ivan. That was really informative. Thank you for joining us today. Enjoy your beautiful California sunshine. Все-таки это был stay safe and stay awesome. Продюсер контента, да. All right, thank you guys. Торговец. See ya. So next, we'd like to share a story about a very interesting way that TriCaster is being used in the UK Supreme Court. With the help of Newtek, they have updated their video production systems so that they can reach their citizens and audience by harnessing the power of live streaming via TriCaster. Ну вот, еще немного о TriCaster. Сейчас пойдут кейсы, похоже, да. Интеграция Newtek и NDA. In 2005, the Constitutional Reform Act said there should be a separate and distinct Supreme Court, separate from Parliament. And in 2009, this court became operational. Судебная система, we have 12 justices, and between them they hear around about 90 Supreme Court cases a year. And then another 40 or 50 come from the Judicial Committee of the Privy Council. So about 130, 140 cases a year. The reason we added live streaming and media coverage was because the justices themselves wanted it to be open, visible, accessible. Because when у нас очень много заседаний, не все туда могут попасть, нам необходимо сделать их доступными и публичными. We've always had cameras in the courtroom since 2009, and then we started live streaming the following year, 2010. And gradually, year on year, the number of people that sort of log on and watch what goes on has increased. Много людей. The equipment that we had was reaching end of life. It was 10 years old. It wasn't able to broadcast in HD format. We had to replace it. So that's when we started looking around for, okay, what do we want to replace it with? And it had to be something which, from the viewer's point of view, gave the best experience. They could see things, they could hear things clearly. And from our point of view, it had to be something which was cost effective and was easy for our broadcast engineers to operate. Ну, вообще, да, про NDA он сейчас говорит, то, что это очень хорошо, удобно и дешевле гораздо, чем классические решения. Брайан Шек, системный администратор. Как раз он говорит про то, что очень было сложно раньше с протяжкой проводов, потому что здание историческое, тут нереально что-то проложить, просто пробить. Ну и сейчас мы пользуемся локальной сетью, собственно, немного ее изменили, и все по ней бегает. Все об этом говорят, кто сталкивался с решениями NDA, Newtek, так или иначе. Ну да, первый раз мы общались с sales-менеджерами, решали, что же это такое, как к этому подступиться. Ну и сейчас уже у нас на нашем сайте да, есть трансляции прямые и, видимо, записи тоже. У нас 4 PTZ камеры. Это, видимо, Panasonic, да, потому что там тоже есть поддержка NDA. Мы с них берем главный выход на стриминговую платформу. Ну и плюс к этому, видимо, записывают. У них 3 сервера TC1. В общем, они не выключаются, и серверы, и камеры, и смысла в этом особо нет. У нас есть прекрасный архив всех выступлений. Кстати, интересно, где они его размещают, наверное, где-то на своих серверах защищенных. Это очень здорово, гибко, и мне очень нравится. Мы ничуть не жалеем, собственно, что перешли на решение от Newtek. So this system really appealed to us because it's a system that can be built upon. In the first test, it was slightly thrust upon us. We had the recent Brexit cases, and it meant that we had to get things done far sooner than we'd anticipated. And that was the first real test of the equipment. I would have preferred a sort of slightly less high-profile case to test it on, but having said that, it worked very well. We had a lot of people in the building for those 3 days, both public, press, lawyers. And we got a lot of feedback, particularly from the media and the public, who said the broadcast quality was really nice.
от зрителей. Это здорово, это хорошо, это гораздо лучше, чем было раньше. Режиссеры говорят, что это отличная система, все очень просто, наглядно. Все очень просто работает, ну, безотказно, как и все системы, собственно, TriCaster. But it stood up and stood up really well. We've had nothing but positive feedback so far. Все отлично работает. So that's it for today's show, everyone. I want to thank all of our guests for joining us today, and I really want to thank you for watching as well. Now, if you're looking for more information, please contact your local reseller да, or шоу hit us up on our закончилось. website Я at ожидал, конечно, что оно newtek.com. будет около часа, но тем не менее, Да, переходим к следующему мероприятию. 22 апреля в 10 NDI. Что такое NDI, собственно? Следующее поколение NDI 4.5. Да, все, всем спасибо огромное за просмотр. Было достаточно любопытно, интересно, хотя не так много кейсов показали, но у нас на канале ProLand TV есть, собственно, что показать, о чем рассказать, и уже есть ролик про NDI, про протокол, который записан и лежит, и вы можете посмотреть, как, собственно, там все работает. Там примеры российские и зарубежные представлены на решениях Newtek и не только Newtek. Вот. Также заходите на наш канал обязательно, ProLand TV. Каждый день там появляется что-то новое, либо это обзор оборудования, решений, либо это интервью с гостями, либо вот как сейчас прямая такая трансляция с ретрансляцией, можно сказать. Вот. На этом сегодня все. Сегодня еще надо посмотреть в сети, что предложит нам Newtek вот все-таки 22 апреля, да, NDI 4.5, насколько я понимаю, да, вот сейчас на экране это видно. Ну вот, и о ситуации в стране, да, подведем итог нашего, собственно, выпуска. Несмотря на изоляцию, дилеры Newtek, компании ProLand, да, которые в том числе торгуют продукцией Newtek, прекрасно работают, поэтому обращайтесь без проблем за любыми решениями, за оборудованием к ним. И к нам, конечно, тоже в компанию ProLand мы всегда поможем. Сайт proland.ru, все контакты есть. Я вам желаю не болеть и не чихать, и вообще готовиться к лету, потому что рано или поздно все это кончится. Все, с вами был Михаил Кобзарь. На этом я с вами прощаюсь. До новых эфиров. Пока.